За кадром у меня печурки. Вышивались гусики 5 дней. Там маленькие детали. Вам выдают пустой конверт. Там вообще никакого движения особо и не было. 2 года назад листовка недействительна. В веселых костюмах голосовать. Листовки с капибарами. И с большим юмором тренер сборной самого худшего кандидата, совсем не шуточки, солями. 1, 2, 3. С гусиками-шопоголиками. Надя Цвядимыс, мой утренний Питер. Очаровательное небо. На работу мы не ездим. Если вы понимаете, о чем я. Всем большой солнечный привет из Аргентины. С вами Яна и печурки. Все, теперь только Яна. Прежде чем мы приступим к тому, о чем я сегодня хочу рассказать, я поговорила с своими друзьями, родственниками и сестрой и поняла, что об этом нужно упомянуть. У меня под видео всегда в описании не только там какая-то ерунда, но и, возможно, важные, интересные и полезные для вас сведения. Я понимаю, что некоторые из вас любят ту часть и та, что про Буэнос-Айрес, и про вышивку. Но есть люди, которым интересна только вышивка или только Аргентина. И вот чтобы вы не мучились, не страдали от того, что как много вышивки, как мало Аргентины, или наоборот, как много Аргентины, где же вышивка, и не перематывали и так далее, под видео есть указание поминутное, когда меняется тема. То есть, если вы поняли, что я начала разговаривать о чем-то вам неинтересном, вы можете просто посмотреть и нажать на кнопочку, где начинается тема, которая вам уже интересна. Я, конечно, стараюсь не миксовать и Аргентину делать все-таки в конце, но иногда, как в прошлой, например, серии про выборы, и это не получается, и эти части меняются. То Аргентина, то вышивка и так далее. Сегодня будет попроще, вроде, я надеюсь, но тем не менее. Сегодня я хочу рассказать вам о всех своих активных процессах. У них 26, но я от этого не страдаю. Я никакой процесс не называю долгостроем, даже несмотря на то, что некоторые процессы я реально не брала в руки уже, не знаю, год 4, наверное. Я их все нежно люблю. У меня, кстати, есть какие-то процессы, которые вот прям совсем заброшены, но я их тоже долгостроем не называю. Это такие, которые, наверное, я точно никогда в руки не возьму, поэтому я просто думаю выбросить как-то что-то там, использовать эту ткань, сжечь, что в общем сделать. Но не суть. Сегодня суть Сегодня будет все-таки именно про активные процессы, те, которые я вышиваю, планирую вышивать, помню, люблю и так далее. Почему я хочу о них поговорить? Дело в том, что приближается конец месяца, и в конце месяца, подводя итоги, я буду смотреть, какие дизайны, которые выпали мне в рандоме, я закончила, и, соответственно, буду снова крутить рулетку, чтобы выбрать новые дизайны. И чтобы вы примерно знали, что мне может выпасть, я решила рассказать о тех процессах, которые у меня сейчас активны. Из этих 26 процессов 3 не будет в рулетке. Я, конечно, когда буду о них говорить, расскажу, но это один из процессов, который примитив, который я взяла как отдыхалочку, которая в итоге не очень сильно мне помогает отдохнуть. Она у меня вот вне этого рейтинга. И еще 2 процесса, которые я начала в ноябре. Это были такие мои старты, которые мне захотелось. Поэтому они тоже пока не в рулетке, но когда мы будем про них говорить, я вам поподробнее расскажу. И, собственно, давайте перейдем к вышивке. Все 26 процессов
Ну вот, все 26 процессов в руки, конечно, не влезли. Буду показывать по одному и по мере увеличения прогресса. То есть начнем от тех, на которых вышито меньше всего в процентном соотношении от работы, до тех, которые уже практически на финишной прямой. Первый дизайн я вам не покажу. Ну, то есть дизайн сам покажу, не покажу прогресс по этому дизайну. Здесь вышито всего-то на данный момент 0,3, поэтому особо и показывать там нечего, но еще и потому, что этот дизайн Светлогорск, который я начала в этом месяце, я его не буду включать в программу в мою, да, то есть он мне рандомно выпадать в этом месяце точно не будет, потому что я его сама решила начать, да, программа мне его не предлагала, я его решила начать сама и решила, что сначала выщу первый домик, а вот когда первый домик вышьется, тогда уж я его и добавлю в рандомную программу и дальше уже буду шить, когда мне будет попадаться, поэтому про него проехали. Дальше давайте. Это мой второй дизайн. Как вы понимаете, тут тоже немного вышито. Я начала эту работу в прошлом году. Что за пятно такое? В прошлом году, в октябре, я устроила себе месяц стартов и сделала 23 старта. Ну, 23 мое любимое число. И так. Вот. Я понятия не имею, вот так это или вот так это. Но пока выполнено вот это. Вот я как вышла там в октябре что-то, больше я не вышивала. Мне очень нравится эта ткань. Мне очень нравится этот дизайн. Давайте покажу, что за дизайн. Значит, это сон о белом кролике. Напишу дизайнера, я уже ничего не помню. И мне очень понравилось еще на этапе иллюстрации. Эта иллюстрация участвовала в «Фабрике желаний», и я ее выкупила. И, собственно, ни разу не пожалела, хотя потом слышала, что там и говорят о том, что это у девочки кровавая башка и так далее. В общем, мне здесь все нравится. Книжки, часы, как бы отсылка к Алисе. Очень нравится. Очень жаль, что этот дизайн мне пока не попадался ни в рандоме, ни у самой руки не доходили. Я очень надеюсь, что он мне попадется все-таки, и я повышиваю, потому что очень мне нравится. Сколько раз я сказала, что мне очень нравится. Ну, в общем, вы поняли. Давайте дальше. Мой процесс номер 3. Здесь выполнено всего 0,87%. Это эликсир храбрости Надежды Нагорной. Мне его подарила Яна в прошлом году на день рождения. Ну и я начала его в рамках своих 23 стартов. Вот все, что успела вышить. Больше, к сожалению, к нему не прикасалась. Ну, смотрите, уже виден половничек. Очень мне нравится этот сюжет, но, к сожалению, вот так руки пока еще не доходили. Вышиваю на Белфасте. Ну, как вышиваю? Не вышиваю. Сейчас покажу вам цвет. Вот такой он синий-серый. Очень красивый цвет. Очень классные должны быть зайцы, очень хочу их повышивать, надеюсь, попадутся мне в рандоме. Этот дизайн Алиса Князь, я о нем говорила в начале месяца, что я с ним стартанула, потому что этот дизайн выбрала сестра Маркизеса. И на самом деле, когда я все подготовила для съемок, в этом процессе был выполнен 1,5%. Но потом я повышивала уже, поэтому останется вот так на 4 месте. В общем, он будет двигаться, поэтому к концу месяца мне уже будет что рассказать побольше об этом дизайне. И опять-таки этот дизайн не будет участвовать в рандоме, потому что я его шью к марту, к приезду сестры, поэтому мне рандом тут ни к чему. Номер 5, даже не знаю, как уместить. И здесь выполнено чуть меньше 2%, а точнее 1,82. Это схема Евгении Колесниковой, замок. Сейчас я вам покажу. Размерчик, ну вот вы понимаете, да, я даже не буду разворачивать, потому что все никуда не влезет.
Купила я схему по благотворительной акции. Я не помню, что там конкретно происходило, но мне захотелось помочь, и я решила вот взять схему, которая мне очень нравится, но которую я так сомневаюсь, что когда-нибудь вышью. Но все-таки решила начать ее и шить. Такой мой персональный хайет. Вот уже вырисовывается котик. Ну, я не могу сказать, что мне прям вообще все очень здесь нравится. Достаточно частые вот тут вот переходы цвета в травке, не всегда обоснованные, ну, как мне так кажется пока, по крайней мере. Я посмотрела бэк, мне не очень понравился бэк в коте. В общем, пока мнения однозначного нет, но хочется и дальше шить, продвигать, чтобы уже понять, нравится мне все-таки или нет. Шью я на белом кашеле, как это называют. Ну, надеюсь тоже, что будет попадаться мне в рандоме, и я буду продвигать эту работу. Очень она мне нравится, такая вся осенняя и чудесная. Это мой 6-й дизайн. Здесь вышито 3%. Ну, или я отметила 3% флаги, а дальше устала. Посмотрите, какие цвета красивые. Блин, мне очень нравится такой красивый. Превьюшку хотела показать сейчас. Немного воплей попугаев. Я думаю, что вот это и пиво мои самые любимые именно по оттенкам, потому что здесь есть голубенькое, и в пиве есть голубенькое, а вот в вине и в заготовках в осенних голубенького нет. Ну или потому что Джек Дэниелс мне нравится больше, чем тыквы. Так, давайте посмотрим, что у меня тут готово. Ну, я вам сказала, да, 3%, поэтому что-то ожидать здесь особо не стоит. Где оно? Простите, извините, что тут все так сумбурно. Ну вот. Вот, пока очертания бутылки, немного фона и очертания апельсинок. Ничего не понятно. Но цвета красивые, нравятся мне. В общем, те, что мне больше всего нравятся, меньше всего продвинуты. Все логично, правда? 7-й процесс. Ой, господи, знаете, чем мне не нравится? 3,5 я вру. 3,3% учится. Слушайте. Вот эта вот штука, превьюшка, которая могла бы быть прекрасной превьюшкой, она приклеивается к вот этой пластиковому пакету и потом отдирается, а пластиковый пакет остается грязным. От этого мне страшно, что у меня испачкаются ткани, из-за этого я не могу показать красивую превьюшку, потому что она вся вот отпечаталась на пакете. В общем, ладно. Но сам дизайн мне нравится. Вышито у меня пока мало. Вот я даже разворачивать не буду, там совсем практически ничего нет. 3 корочки. Я, кстати, даже просила, по-моему, мне родители передавали с кем-то или как-то. Ну, в общем, я дала Маргиту попробовать эти 3 корочки. Очень я люблю сухарики. В Аргентине прям вот таких сухариков нет. Есть, конечно, другие, но это не совсем то же самое, потому что они из белого хлеба, а я люблю из черного. Вот. Ну, мне нравятся все эти бутылки. Но вот именно пиво мне, кстати, больше всего, наверное, нравится пиво и еще другой дизайн, но что-то как-то вот пока вот так. Ладно. Будем надеяться на великую силу рандома, и что он мне попадется, и я его продвину. Дизайн номер 6, в котором вышито 6%, это мой примитивчик, который я взяла вроде как... как отдыхалочку, не знаю. В общем, его тоже не будет в рандоме, но я уже о нем говорила. Вот я по чуть-чуть его вышиваю. Я здесь делаю микростежки, да, из микрокрестики через ниточку. Пока вот так получается, но он у меня, как я уже говорила, якобы отдыхалочка, поэтому в рандоме он не принимает участие, но вот он у меня есть, и поэтому я его считаю. Номер 9. Здесь выполнено 10,1% от работы. Это новые соседи Виктории Кузнецовой. Очередной дракон мой. Я вышила одного уже дракона. Естественно, они мне все очень нравятся. Не только тот, которого я уже вышила. Этот вот прям, наверное...
второй мой любимый дракон. Не понимаю, как можно его не любить, конечно. Смотрите, какой он радужный, какой прекрасный у него хвост. Пока самого дракона, конечно, нет. Я вышиваю на Белфасте. Ладно, не буду говорить. И темновато мне, конечно, вышивать. Надо вышивать днем. При свете натуральном, при освещении искусственном тяжеловато мне идет. Вот, но я надеюсь, что он мне... Мы, кстати, с Малинкой Ксюшей вышиваем. Вот у нее гораздо сильнее все это уже продвинулось, хотя она тоже давно к этому сюжету не прикасалась, как и я. Вот. Ну, я без ума от Ксении, что я говорю? Я без ума от схем Виктории и по цветам, и по сюжетам, и по проработке. Поэтому, конечно, мне очень хочется тоже, чтобы и этот сюжет двигался. Очень его люблю. Очень-очень. В 10-м дизайне вышито 11%. Я не раз показывала его уже. Это мой утренний Питер от Катерины Бесперстовой. Он продвигается, очень классный. И еще его покажу вам в итогах ноября, так что не будем на нем долго задерживаться. Дальше. Номер 11. В номере 11 у меня вышито 12 и 23%. 12,23. Вот. Он у меня сейчас в работе, я уже о нем говорила не раз. Стартанула я им в октябре этого года. Вот уже столько вышито. Будет вот так. Это был подарок на день рождения от моей подруги Наташи. И пока тут мне еще много шить, потому что этот процесс мне выпал в рандоме, кстати говоря. И выпало тут больше 3000 крестиков, а я пока вышла что-то там 500. Поэтому продвижения еще будут. И в конце месяца посмотрим, что же у меня получилось. Следующая работа номер 12. И она, в общем-то, условная работа номер 12. Здесь условно вышито 12% работы, потому что я начала отмечать в саге и, в общем-то, все это. В общем, мне очень стыдно ее показывать. Вот, сейчас, подождите. Прям сразу со стыдного я начала. В общем, мне здесь вообще все стыдно. Мне очень нравилось этот набор, он так шуршит, что я постараюсь его просто не трогать руками. Значит, «Королевство книг» — это первое, что я заказала из России, когда здесь, в Аргентине, решила вышивать. Ну, как-нибудь об этом будет все подробно и детально. Посмотрите, какие размерчики. Прям вот как я люблю, да. 77 сантиметров на 28. В общем, гигантище. Отложу, потому что шуршит дико. Я видела от Шивы, мне все очень нравится, но, соответственно, у меня здесь не было нормальных пялец. На маленьких мне как-то было вот не очень удобно. Вот тут какие-то прям... Ой. Ладно, так. В общем, я купила здесь местный станок и пыталась вышивать на станке. Поэтому у меня вот тут какие-то хвостики, какие-то, чтобы на изнанке ничего. Но изнанка... Сейчас. Это просто жесть. Я вам сейчас просто для сравнения покажу, что, в общем-то, я не всегда такая, ну да, у меня есть там протяжечки, закрепочки, но обычно не до такой степени. А здесь, поскольку я вышивала на станке и не умела вот это вот прощупывать пальцем, тут у меня тут вот узелочек. Вот такой. Где-то тут еще был. Ну вот, Вот еще узелочек. Прелесть какая. В общем, меня это все, естественно, бесит. Мне ну да, я, конечно, смотрю, я его внесла в рандом и говорю, господи, хоть бы не попал. Но мне на самом деле хотелось бы вышить. Уж плевать, что там на изнанке, уж я бы как-нибудь это все доделала. Но знаете, главной своей ошибкой, я считаю, что это послушалась я и начала вышивать так, как они рекомендуют, в 3 нити. Нахрена этот ковер? Вот нахрена он нужен? Зачем?
Да, плотненько, да, никаких дырочек. Ну, блин, ну зачем? В 2 нитки было бы все прекрасно. В общем, я, конечно, очень жалею. Причем канва здесь 16-я, по-моему. А еще прикол, я здесь, по-моему, про ровные... Нитки тут тоже говно, мне не нравится ПНК вроде. Простите все те, кто нежно любит ПНК, ну вот. Ладно. У меня здесь крест, как я понимаю, почему-то в другую сторону. Смотрите, я здесь вот туда закрываю, а здесь сюда. Нет, ну я закрываю куда хочу, смотрите. То туда, то сюда. Что это такое? В общем, мне очень жаль. Я очень люблю эту работу, но, наверное, это та самая, которую надо сжечь. Ладно, давайте дальше, а то это просто вот расстройства сплошные. Это номер 13. Здесь выполнено 14,35%. Это сэмплер от Алены Кошкиной. Еще одна работа из моих 23 начатышей прошлого года. Мне его подарила сестра на день рождения. Я сестре показала все схемы, которые мне нравятся. Она не вышивает, она далека от вышивки. Я показала просто ей схемы, которые мне нравятся, и сказала: выбери, что тебе больше нравится, и подари мне. И она вот мне подарила вот эту схему. Смотрите. Раз. И 2. Поэтому я вдохновляюсь и коробочками, и схемами. И вообще мне очень нравится тема вот этих старых машинок. Она такая, не знаю, очень мне нравится. Очень они такие красивые получаются. Было тяжеловато немного вышивать вот здесь вот эти вот некоторые кусочки одеяла. Кошка хочет выйти погулять на балкон. Но, тем не менее, достаточно бодренько все пошло. Вот здесь вообще все вышивается одним цветом. Здесь тоже. Хорошо идет. Мне попалась она один раз в октябре уже в моей рандомной программе, поэтому вот так вот подвинулась работа. Очень я этому рада. Итак, 14-й дизайн, и здесь выполнено 19,23%. Это один из кругов с маками Ксении Вознесенской. Я уточню, название напишу. Мне подарила эту работу, эту схему Маша на день рождения. И это один из моих стартов, вот из тех 23 стартов, которые случились в прошлом году в октябре. Я немного говорить не буду, но на самом деле вы увидите и услышите о ней в результатах ноября, потому что я вышивала ее в ноябре, выполнила норму, которая мне выпала в рандоме как раз. И если она мне снова попадется, я, в принципе, очень сильно обрадуюсь, потому что классно. Дальше. Номер 15. Здесь выполнено 19,81%. Это «Весна» Натальи Ореховой. Она мне выпала тоже в прошлом месяце, в октябре или в сентябре, в моей рандомной программе. Что-то не так я тут отпускала. Я обычно так не делаю. Видимо, в пяльце уже не умещалась. Значит, очень-очень мне нравятся оттенки, все такие переходы, плавные, пастельные краски. Все чудесно, но шить это сложновато, потому что без бэка это просто какая-то размазня. Красивая, но размазня. Вот. Я, может быть, поищу и вставлю фоточку без бэка. И вот бабочку там не догадаться, что это бабочка. То есть, зная схему, да, я, конечно, догадывалась, но не знающий человек не догадается, что тут. Но мне очень нравится сама такая полная композиция, такая нежная, чудесная, оттенки действительно очень красивые. В целом, я бы сказала, что для такой работы, да, когда не видишь результата без бэка, то есть вот размазня, как я говорю, она шьется достаточно легко. Вот. Боюсь я лицо на самом деле шить, потому что белые крестики, светлые, они у меня не всегда ровно ложатся.
И обычно это заметно, и на лице больше заметно. И вот я не всегда радуюсь, но надеюсь, что на Линде, это вроде Линда, будет поровнее все. И все у меня красиво получится. Посмотрим. Это подарок от Настюшки, кстати, тоже один из 23 стартов прошлого года. Вот уже вот так продвинулся. Поехали дальше. Пичуки. В общем, мне тут копошатся под ногами Маркитес и кошка, но я все равно буду продолжать снимать. Да. Это мой 16-й дизайн. Это «Вкус осени» от Марии Искусницы. И давайте посмотрим, здесь вышито 20, чуть больше 20%. Так, что это тут? Ой, вот. Значит, здесь это что-то со времен, когда я еще делала разметку, потому что, наверное, я боялась, что вдруг мне положили не такую ткань. Все мято, извините, гладить не буду, потому что неизвестно, когда за него возьмусь. Так, здесь вышита полностью первая банка. Тут, по-моему, катастрофически мало бэка. Ну, как катастрофически, не катастрофически, короче. Мне все время кажется, что тут чего-то не хватает. Вот. А вторая банка, я ее начала. Очень меня смущает вот это вот. Это корица. Ну, какие-то тут переходы цветов очень странные. Я прям шью и пугаюсь. Ну, вроде смотрю в отшивах у других, вроде то же самое. Вроде все нормально, нигде ничего не перепутано. Ну, не знаю. Короче, смущает меня, но все равно мне все нравится. Шью медленно, но нравится. La вишня на горный. Чё? ¿Cómo es? Что? Ну, на носок летит. Нагорный. Надежда Нагорная. Кстати, хочу сказать, что вот на этой превьюхе все не совсем так. Смотрите. Ну, хотя на этой превьюхе, посмотрите, она меня тоже вот отпечаталась сколько раз. Все послезала. Но корица здесь не такая светлая, как мне кажется. В общем, смущает меня корица, смущает. Номер 17. И здесь 22,60% вышито. Вот. Это тоже схема Виктории Кузнецовой. Прекрасные колланы. Это, кстати, дракон. Я про дракона, когда рассказывала от Саверки тоже, не сказала, что это тоже один из моих 23 стартов. И вот эти колланы тоже один из 23 стартов. Мне подарила схему моя подружка Ксюша Бамбула. Ксюш, привет. И мне они очень-очень нравятся, но, повторюсь, я шью на таком же оттенке ткани, что и драконов. Он достаточно темный, поэтому сложнее все идет, поэтому эти колланы двигаются у меня помедленнее. Но мне позже уже дарила Полина других колланов, тоже от Саверки, и они уже вышиты. Сейчас прикреплю картиночку. Будут они у меня в паре и будут подушечками. Ну, посмотрите, какая милота. Очень мне нравятся они. Такие нежные. Я выбрала эту ткань, потому что звездочки здесь будут, и мне казалось, что мы с девочками посоветовались, мы решили, что будет контрастнее, ярче, интереснее, тем более на светлом отшиве, на светлой ткани отшива мы уже видели, а вот на темном нет. Но вот из-за темного отшива и волос кошачьих больше, и сложнее это шьется. Но, надеюсь, рандом будет благосклонен к этой работе. Дизайн номер 18, и это виноград от Волковой. Здесь вышито 23 с небольшим %. Вы знаете, я очень боялась Волкову, но здесь действительно очень частая смена нити. Блин, он такой красивый, просто вообще. И, кстати, вспоминая мое книжное королевство, государство, как там оно называется, его страшную изнанку, посмотрите, при всей вообще здесь сложности дизайна, у меня здесь все, ну, ковер, конечно, да, ковер, но гораздо приличнее. Ой, прям травма у меня. В общем, Волкову, на самом деле, мне хотелось
В общем, я не знала, что мне хотелось. Мне хотелось повышивать Волкову, но и не знала, что. И когда были скидки, я предложила маме выбрать, и мама выбрала у Волковой роскошный букет. Я на него посмотрела и сказала, вот так сразу. Просто, я, естественно, знала, что про Волкову все говорят, сложно. И я решила, что вот так вот сразу начинать с роскошного букета, это очень страшно. Поэтому подумала, и еще через год купила себе виноград. И виноград мне действительно очень-очень нравится. И я решила на нем потренироваться. И да, сложно, но все реально. И мне очень нравится результат. Как-то вот, не знаю, отражает ли он вам он прям как настоящий. В общем, понятно, что тряпочка сейчас мятая и так далее и тому подобное. Конечно, это все смотрится, может быть, на камеру не настолько прекрасно, как мне это видится в жизни, но мне очень нравится этот дизайн. И вот, кстати говоря, в прошлом месяце мне он выпал в рандоме, но выпало там что-то 73 крестика. Я, конечно, повышивала побольше, но все равно так немножечко, но продвигается. Люблю этот процесс. Это то, о чем я говорила. Да, приклеивается превью вот к этому пакету. Что это такое? Ужас. В общем, вот такое превью. Это игристая от Марии Искусницы. Она вроде как переименовалась теперь, да? Ладно, давайте посмотрим, что тут у меня навышивалось. Так, это у меня какой номер? Сейчас скажу. 19 номер и 33%. 33,4, что ли? Ой. Так. Вот. Простите, что не глаженное все такое. Убрано оно у меня и убрано. Его, кстати говоря, это я вам забегая вперед, будет уже в итогах. Уже отшила я норму, которая мне должна была выпасть. В общем, мне выпала определенная норма, я ее уже отшила. Но не будем забегать вперед. Значит, вот этот процесс, наверное, самый продвинутый. Не наверное, а точно. Да, из 4 это самый продвинутый процесс. И скоро будет 3-я бутылочка. Вот так. Нормально шьется, нормально. Мой 20-й процесс, если я не ошибаюсь, называется «Вдохновение ветра». Это здесь у меня вышито 30,5%. Это дизайн Алены Савченко. У меня несколько букетов. Это 3-й мой букет, да? 2 у меня вышито. Я как-нибудь о них расскажу. На удивление, кстати, какая-то отдыхалочка прям. У меня всегда кажется работы Алены Савченко очень продуманными, очень классными, но тут прям вообще кайф. Я не буду его сейчас разворачивать и подробно о нем говорить, потому что он у меня в активных, и вы его увидите в итогах ноября в полной красе. Поэтому вот просто рассказываю, что есть у меня такой процесс номер 20. Мой активный дизайн номер 21 – это тыквы. Знаете, я не буду снимать, ладно, сниму. Это активный процесс, и он будет фигурировать у меня в итогах, поэтому слишком много показывать не буду. Значит, здесь готово почти 44%, 43,94. Почему-то этот участок у меня стал хуже вышиваться, чем вот все остальное. Может, устала, может, не сезон, может, действительно здесь вот смена нити почаще происходит. Но вот так, эти тыквы, посмотрите, какая она яркая, такая классная. Очень классная. Это дизайн Марии Боровко. Очень нравится, вышиваю, скоро дойду до половины. Как вы понимаете, мы дошли до работы 22-й, и это первая работа, которая переваливает за 50%, а именно у нее 55,30%. И это та работа, которую я смотрю и думаю, хоть бы не выпало. Виной тут всему украинская равномерка. Посмотрите, какой у нее безумно прекрасный цвет. Очень красивый, хорошо передается сейчас цвет. Но шить на ней, конечно, она даже, понимаете,
тянется, блин. Что это вообще? В общем, тяжело мне на ней шить. И из-за этого я, конечно, откладываю как могу. Естественно, если она мне выпадет, на самом деле я буду радоваться и думать, что хоть как-то я ее продвигаю, потому что сама, мне кажется, я за нее так вот и не возьмусь. Бэк я здесь тоже, как вы видите, начала, но не стала шить, потому что вот оно все такое вот тянется. Мне кажется, лучше потом уже сделать и вот забыть. Абсолютно ткань непригодная для вышивки. Я уж на чем только не вышивала, но вот такого безобразия, мне кажется, никогда не видела. Очень мне нравится сюжет. Давайте расскажу. Это «Уютный вечер» Татьяны Дружининой. И мне нравится этот дизайн. Все замечательно. Он такой яркий, он такой прикольный. Он, главное, не очень понятно, что за сезон года, прям как в Аргентине. Вроде одета она тепло. А с другой стороны, тут много какого-то рыжего осеннего. Цвета такие холодные, прям как будто бы зима. А с другой стороны, и там вот много травки, да, и как будто бы и весна. Ну, в общем, не знаю. Классная работа. Но вот такой прекрасный цвет оказался непригодным для вышивки. Я слышала, что украинская равномерка в натуральном цвете вполне нормальная ткань, но сама я ее никогда не пробовала. Вот на этом мое знакомство с украинской равномеркой заканчивается. Ну, цвет действительно вот, очень классный цвет. Это все достоинства этой ткани. Так, двигаемся, чтобы влез в кадр этот сюжет номер 23. Дошли до интересного, да? 69,5% здесь выполнено. И это «Тихий берег» Ксении Вознесенской. Но вот все равно он не до конца влезет. Сейчас положу. Так. Я здесь, по-моему, не дошла до угла. Сколько у меня здесь? Ой, что-то все я... Ну вот, 45 точно будет. Да. 45 точно будет. Может, побольше, я не помню. А вот здесь до угла я дошла. Ну, почти 34 сантиметра. Так. Значит, эта схема снята с продажи, потому что есть такой дизайн у Мережки. И, видимо, с этого момента Ксения больше не распространяет эту схему. Мне посчастливилось, мне ее подарила моя подружка Рита на аж новый 2020 год, а начала я ее вместе со своими 23 стартами в октябре прошлого года. Но вот сейчас, по-моему, даже с сентября я за него не садилась. Не по какой-то особой причине. Мне все очень нравится. Просто не выпадала мне эта работа в моей рандомной программе. Ну и плюс ко всему прочему, я в конце вышивала вот эту вот часть. То есть последний раз, когда я за него садилась, я вышивала вот эту часть, и вот эта вот мишура из цветочков, листочков, она меня немножечко подзадолбала. Вообще схемы Ксении, они такие, даже вот здесь, когда более-менее один цвет, все равно это не то, чтобы вот все шьется одним цветом. Нет, достаточно часто меняется нить даже на таких более-менее однородных участках. Но, тем не менее, шьется легко. Шьется хорошо. Такая вот лодочка чудесная. И вот это вот чудесная. Очень мне нравится. И небо здесь такое прекрасное. Часовенькое это. В общем, я полностью довольна. Взяла, как вы видите, Аиду. Совсем не жалею. Бэк счетный. Дроби отсутствуют. Четверти отсутствуют. Все замечательно. Вот. Надеюсь ее дошить в ближайшем будущем, потому что очень-очень нравится. Перед вами мой 24-й начатыш. Здесь выполнено 70,90% работы. Мне кажется, это называется гнездышко. Схема Надежды Нагорной. А Вьешна Нагорный. Посмотрите, как блестит. Посмотрите, как блестит.
Подарила мне ее Наташа, моя подружка. Надежда Нагорной, моя подружка. Ну, здесь совсем немного осталось, да, ну как немного, 30%, да, но немного. Очень мне нравится, но почему-то, кстати, тяжеловато идет. В принципе, у Нагорной частые смены нити, да, вот особенно вот здесь вот в рыбках было вообще все очень сложно, да и в шапочке тоже было так, ну как, не то чтобы сложно, но утомляло, поэтому, когда я закончила норму, я подумала, что ну и хорошо, отдохну, в следующий раз выпадет. Но она такая зимняя. Прям веет от нее зимой. Очень красиво блестит, очень мне нравится. Вот такая вот. Работа номер 25. Мы почти у финиша. Здесь вышит 81%. И это чудесная лама. Я не помню, как зовут автора схемы. Я помню ее ник в Инстаграме, но я сейчас погуглю и напишу. Эту прекрасную ламу, здесь будет именно лама, подарила мне моя подружка Эвелина. Как вы видите, я поменяла надпись с легкой подачи Маркитеса. Он сказал, а давай заменим. И мы заменили. Ну и лама почти уже вырисовывается. Самой прелестью, конечно, этой ламы будут вот помпошки, которые здесь будут. Но пока до помпошки я не дошла. Но, тем не менее, работа движется очень так легко и хорошо. Но редко. Такая вот у нее. Ну, пока тут, да, вот. Эта часть полностью закончена, а вот с ламой еще придется встретиться. Хочется мне, конечно, ее дошить уже, но пока она мне не попадает в рандоме, и я ее оставляю потом на сладенькое. Бац, сяду и закончу. Чудесная лама. Итак, мы дошли до номера 26. Здесь вышито 92,5%. И любой нормальный человек, наверное, скажет, что ты уже до шеи. Уже до шеи не мучай ни его, ни себя. Но я жду, когда он мне попадется в рандоме, чтобы его дошить. Так, это вот, наверное, вот так. Это что это? Это гранат из журнала «Формула рукоделия» прошлого года. Дизайн Анастасии Кравцовой. Мне здесь реально вот осталось, ну, буквально вот чуть-чуть вот тут вот. И мне он так нравится, что, вы знаете, я даже рада, что я его еще не закончила, потому что каждый раз, когда я беру его в руки, это просто, ну, какое-то, ну, такое неземное удовольствие. Он небольшой, и, в принципе, вышить его можно там за, я не знаю, 10 дней, за пару недель, но вот растягиваю я как могу удовольствие и кайфую от этого нереально. Очень мне нравятся переходы, проработка, оттенки, хотя вообще я бы не сказала, что это вот прям совсем мой дизайн, что это вот прям... Но как-то я его увидела, мне безумно понравилось, и я подумала, что мне обязательно надо. Так. Вышиваю я его на натуральном кашеле, не знаю, опять-таки, как вы произносите. И что еще я хотела сказать, что это последняя работа, что все. Я постаралась на самом деле очень быстренько, компактненько рассказать про каждый дизайн. И, естественно, когда я буду отдельно конкретный дизайн брать и вышивать, то буду о нем рассказывать и в момент, когда он мне выпадает, да, на каком этапе я его беру, что я там планирую. И, естественно, на итогах... У меня кошка шляется, изволила вернуться. Вот так. И из-за сквозняка я закрываю дверь, когда она выходит. Так вот, что я говорила? Я говорила, что о каждом процессе я, естественно, буду рассказывать поподробнее, когда буду именно садиться за него, когда у меня будет выпадать в рандоме, или если я вдруг сама решу, что мне нужно взять вот этот процесс и срочно его дошить, то, соответственно, я буду о нем подробнее рассказывать. Ну, прекрасный гранат, правда?
Итак, мы познакомились со всеми моими 26 начатыми процессами. 23 из них будут в рандоме в следующей серии. Ну и главный у меня к вам вопрос. Какая работа вам больше всего понравилась, запомнилась? Может быть, что-то вы вышиваете тоже такой же дизайн, как и я. В общем, делитесь, мне будет интересно вас почитать. Ну, а если вам кажется, что у меня какое-то бешеное количество работ, я вам больше скажу. Я еще подумываю, может, что-нибудь новенькое начать. Я знаю, что некоторые люди вышивают буквально 2-3 процесса, и то считают, что это много, и хотят вернуться к одному. Один начал, один закончил. И так далее. Я, честно говоря, пыталась так делать, тоже думала, ну что я как вот это вот разбрасываюсь, ничего не заканчиваю. Но в итоге я поняла, что я гораздо продуктивнее, когда занимаюсь несколькими делами сразу. Ну, действительно, это не моя работа, я не делаю что-то там на заказ, поэтому, в принципе, можно наслаждаться процессом, и если сегодня мне хочется повышивать одно, а завтра другое, почему бы и нет. Мне, конечно, на самом деле хотелось бы все свести к 23 процессам, просто потому что это мое любимое число. Но 26 процессов меня нисколько не напрягают, поэтому все хорошо. Ну и будем переходить к части Аргентины. Я, подумав о том, что 25 ноября будет годовщина со дня смерти знаменитого аргентинского футболиста Диего Армандо Марадоны, мы съездили и посмотрели на первый стадион, где начинал, собственно, свою карьеру Диего. Возможно, вам не интересен футбол и так далее, но там будет, собственно, не столько про футбол, сколько посмотреть о том, как это выглядит сейчас. И там очень много именно муралов, да, изображений Диего в разные годы. Ну, давайте посмотрим. Итак, мы отправляемся в столичный район Ла Патерналь к стадиону аргентинского футбольного клуба Argentinos Juniors, в котором начинал свою профессиональную карьеру Диего Армандо Марадона. Этот стадион строился 10 лет, с 1993 года по 2003 год, и получил имя знаменитого футболиста. На этом поле, еще до того, как существовал стадион в нынешнем виде, в 1976 году, за 10 дней до своего 16-летия, Диего дебютировал, играя в рамках чемпионата мира Аргентины за команду Argentinos Juniors. Слово «Диос», мы сейчас увидим на экране, это в переводе на русский «Бог», и буквы И и О формируют цифру 10. Именно под этим номером Диего играл за сборную Аргентины. Вообще, церковь Марадоны действительно существует, и сейчас вы можете видеть на своих экранах подобие этой церкви. Это не единственное место, где поклоняются Диего. Вообще, эта церковь зародилась в другом городе, в Росарио. На ваших экранах мурал «Рука Бога», один из самых знаменитых голов в истории футбола, забитый на 51-й минуте четвертьфинала чемпионата мира 1986 года против сборной Англии. Еще через 4 минуты Диего забил гол столетия. Это самый красивый, самый знаменитый гол во всей истории мирового футбола. Я не буду, конечно, рассказывать подробно ни о биографии, ни о достижениях Диего. Если вам интересно, вы погуглите, посмотрите какие-то фильмы, почитаете. Но вот то, что действительно удивительно, наверное, это поклонение Диего как Богу. Церковь, как я уже говорила, зародилась в 1988 году в Росарио, то есть возникла эта идея создания церкви, где Диего будет Богом. У них есть свои 10 заповедей, они переиначили «Отче наш» и насчитывают более 150 тысяч прихожан, назовем это так.
В заключение хочу сказать, что Марадона, конечно, был неоднозначной личностью. Признавая все таланты его как футболиста, многие аргентинцы выскажутся негативно об этом человеке, учитывая его алкогольную и наркотическую зависимость, отношение к семье и к женщинам в целом, а также участие в весьма сомнительных политических акциях в Аргентине и других странах мира.